Ай, здрасте, с вами Даня Крастер. И Мамикс. У нас есть одно незакрытое дело, которое, на мой взгляд, нам стоит вместе сейчас сделать. Из тех времен, когда ты делал видосы, как сделать что-то. Сахарно-ватная машина. А я тогда не сделал эту сахарную ватную машину? Да ее сделал, но она как-то не очень выдавала вату. Я думаю, ты просто придираешься. То есть ты предлагаешь сейчас, чтобы мы сделали какую-то более годную сахарную машину? Возможно, я подчеркиваю, не факт, что у нас сегодня получится, потому что мы будем делать ее тоже за один день, практически без подготовки. Короче, из вот этого вот хлама, который у нас развален на столе, у нас здесь есть мотор от вентилятора, не бытового, но тем не менее, это вентилятор улитка. Поехали? Давай. Поехали. Есть у нас вот этот весь хлам. Среди него ты можешь заметить. Это собачьи миски из нержавейки, горелка на 18 киловатт. Пока что ничего не понимаю, кроме этих тазиков. С чего мы начнем? Нам нужно, чтобы эта штука крутилась и грелась. Правильно? Я еще предлагаю какие-нибудь эксперименты провести с этой машиной. Для начала ее надо сделать. У нас есть мотор, с помощью которого мы все это говно будем вращать. Подожди, ты же говорил про сахарную вату. Я не буду никакое говно. Говно мы тоже сегодня расплавим. И сейчас нам надо подружить вот эту штуку и одну из вот этих мисок. Что нам для этого нужно, как ты думаешь? Скотч, очевидно. У нас вся индустрия на тейпе держится, но чтобы хоть что-то заставить работать, этого, сука, недостаточно. На скотче мы здесь не вывезем, как бы я того не хотел. Да давай попробуем. Нет, мы сегодня пойдем по сложному пути. Для начала нам надо подружить вот эту штуку с горелкой. Нам надо ее как-то сюда поставить. Если не скотч, то тогда что может быть еще? Металл. Ты Металл! предлагаешь это прикрутить на шурупы? Нет. Я тогда вообще не понимаю, как это делать. Мы пойдем еще сложнее. Нашлась у нас вот такая вот болванка. Заранее ее никто не готовил, честно. И у нее, по счастливому стечению обстоятельств, оказался дырка с резьбой, который подходит сюда. Я уверен, что со скотчем было бы лучше, и проще, и быстрее. Ну давайте попробуем, как говорит Даня. Блядь! И у нас есть небольшая проблемка. Ну, у нее смещен центр. Да, как ты заметил, эта штука пи***цки вибрирует. Ну, видишь, какая? Мне просто еще нужно Ботва. зафиксировать нормально. Да, мы ее можем зафиксировать, но у нас проблема в том, что вот эта вот вся херня бьет. Ну, типа, на технарском языке вот эта вот вибрация означает, что центр смещен. И она делает, короче, туда-сюда бьет вот так вот. Нам сейчас надо это дело с тобой пофиксить. Как ты понимаешь, скотчем здесь, опять же, повторюсь, насколько бы я ни хотел... Мы просто можем, с одной стороны, больше намотать скотча, вот. И тогда центр тяжести выпрямится. Еще гаек можем подмотать. Но я так тоже пробовал, это тоже не долгосрочно. Мы сейчас идем в одно место, в котором вот эту штуку можно исправить до той формы, которая нас удовлетворит. Айда в токарный! Пойдем делать форму, которая нас удовлетворит. Не знаю, что это значит. Добро пожаловать в сердце любой мастерской, на мой взгляд, это токарный станок. Надо увеличить вот это вот отверстие, чтобы оно не только прикручивалось к валу двигателя, но еще и налезло на него, короче, отцентровалось. Короче, у нас все готово для того, чтобы ее продырявить чуть больше, чем надо. Но за кадром ты сказал, что ты не уверен, что все получится правильно. Я никогда ни в чем не уверен. Ты, пожалуйста, крути вот эту штуку медленно, а я буду подливать туда смазки. Помедленнее, аккуратно. Почувствуй момент. А если это сделать очень быстро? Сломается все, не отлетит в глаз. Ладно, ты не того человека поставил на эту задачу. У меня очень сильное желание что-нибудь сделать, но я стараюсь. А может быть, я просто буду пшикать? Я хочу, чтобы ты почувствовал. Почувствуй станок. Блин, как же чертовски стрёмно. Смелее. Я искренне хочу, чтобы эта штука сейчас куда-нибудь отлетела. Никто не хочет. Но зачем ты тогда поставил меня сюда? Ладно, я думаю, хватит. Крути в обратную сторону. Так, и главное... Быстро, Так, подожди. достаточно быстро, да, просто вытаскиваем. Ага. Вроде ровно. Да ровно, конечно. Ну, я справился с задачей. Там, конечно, от меня мало что зависело, на самом деле. Мне просто нужно было вращать. Хватай вот этот вал. Что-то перестало работать. Я вообще. говорил, давай возьмем скотч. И момент истины. Ура! Ура, товарищи, мы победили это дерьмо. По-твоему, она должна вращаться без люфта вот этого? Да.
Но он все равно чуть-чуть остался. Вообще видно, что оно будет, наверное, вращаться. Чуть-чуть. Он стал гораздо меньше. Он, короче, наделся вот на эту ровную штуку. И в резьбе же всегда есть зазор, короче. И он перестал болтаться на резьбе. Но нам сейчас надо отрезать его вот посюда. А мы пойдем в отрезной станок и сделаем верхнюю часть, чтобы посадить туда другую деталь. Окей, погнали. Мы нажимаем гидроразгрузку, так называемую. Ага. Вот эта штука начинает сама опускаться, видишь, она будет сама пилить. Вот для чего нужны хорошие инструменты. Для того, чтобы не делать это самому. Ты просто стоишь и наблюдаешь за тем, как происходят сложные вещи. Для того, чтобы не делать это долго, и для того, чтобы результат получался типа равнее. Сталь, и она вот так вот разлетелась просто при помощи вот этой тоненькой пилочки. Да. Сколько это? Ну, секунд 20, наверное. 30. У нас есть вкусный нам кусочек. Пойдем его доделывать. Мы принесли эту деталь обратно, зажали ее, и у нас задача, короче, поженить. Я правильно понимаю, поженить это, чтобы вот это вошло в другую. Да, чтобы Всё они понял. вместе у нас хорошо Это себя. технический язык. Официальная терминология. Нам надо, короче, просверлить вот здесь отверстие, нарезать там резьбу и типа сделать отверстие ступеньки. Сначала больше, потом меньше, и потом внутри еще резьба. Дань, а вот это вот все вот реально надо для того, чтобы сделать сахарную ватную машину? Да. Я бы взял вентилятор, скотч и все. Коснулись. Здесь мы обнулились. Выбираем 7, выберем для начала 5 десяток. Нажимаем вот эту штуку, она поедет сама. Как же все это сложно и непонятно. О, хардкорный дриллинг. Я просто пытаюсь сделать умное выражение лица, чтобы, типа, я тоже понимаю, что происходит. Смотри. Бам. Четко. И это мы на готовых деталях все делаем практически. То есть их мы вместе из мусора собираем. Скотч, вентилятор. Оно входит! Пока не прям входит, Мне не нравится. но выходит. Мне не нравится. Итого, спустя каких-то целый час мы готовы. Этого не было вставлено в видео, но Мы- все это время Даня мучительно пытался там выскрести лишнее, и чтобы запихнуть эту штучку в другую штучку. И в итоге ты посмотри, какая красота у нас получается. Ать. Прям как с завода только что. Мы же и есть на заводе. Мы же и есть завод. Теперь мы отправляемся в не менее занимательный и интереснейший станок, который называется широко универсальный фрезер. Единственное, что нам надо в нем сделать, это отверстие. Но нам надо сделать его по центру, ровно и точно, чтобы вот эта вот штука, короче, у нас не начала вибрировать вместе с сахаром. Мы же в нее будем сахар насыпать и разогревать. И из-за этого куча вообще заморочек ради того, чтобы просто продырявить вот эту кастрюлю. У нас есть специальный прибор, который называется центроискатель. Такое существует. Их несколько видов. Работает он, короче, следующим образом. Ты зажимаешь вот эту лапу сюда, подводишь всю эту историю к детали. Мы его сейчас, короче, примерно подведем по центру. Здесь есть две рукоятки. А работает по принципу, знаешь, рисовашка такая детская, короче, где две ручки. Вверх-вниз, лево-право. Это понял. Белая. Вот. Мы его примерно подведем, короче, чтобы он был ровный. Сейчас мы его запускаем. Вот, он начал кататься, да? И нам надо сейчас каким-то раком все это дело поставить по центру. Я его немного опущу и начнем поднимать. И как только вот эта херня начнет касаться, вот здесь на циферблате мы заметим, типа, насколько он отклоняется. Вот нам надо добиться, чтобы оно было одинаковое всегда. Даже по звуку можно ориентироваться. Это получается, нам нужно Кастрюля? найти центр только там, где есть круг. Да. Ну, вот эти кастрюли сделаны с помощью выкатывания на типа станке типа токарного. А вот если кто-то сделал это не точно, и мы сейчас будем возиться. Что поделать? О, не, начинает со всех сторон шоркать. Соответственно, она круглая. Так, центр найден! Нет? Еще нет. Ладно, фальстарт. У нас нет показаний пока что, видишь. Хотя, честно говоря, Центр найден! я почему-то не верю. Почему ты сомневаешься? Я им не доверяю. Во! Вот теперь он что-то начал показывать. Смотри. У нас есть, короче, отклонение вот этой истории. Ага. И вот мы сейчас постараемся добиться того, чтобы он никуда
не шатался. Чем меньше она пляшет, тем больше мы в центре. Вот на самом деле это все так сложно. Это не сложно в целом, но это очень заморочено. Это да, это требует много времени. И я понимаю, насколько это важно. В принципе, в производстве там каких-то серьезных Деталей, ракет. Но я не прям уверен, что именно в Сахарно-ватной машине в нам сахар- нужна Rocket Science. Да. У тебя кастрюля такая одна? Две. Давай, короче, вот центр здесь найдешь ты, Ага. мы ее включим, и на одной вот этой чашке найду центр я. Давай. Просто вот так вот чисто примерно вкину, и посмотрим, как будет крутиться та и вторая чашка. Давай. Мне Так, на у самом деле нас- очень интересно, потому что почему-то я думаю, что в этом, не прям так точно нужно. Ну, давай проверим, как раз это будет интересно. А что произойдет, это вообще опасно или нет? Чуть-чуть. Короче, тактика простая у меня. По факту, для того, чтобы найти центр, мне нужно узнать ширину дна тарелки. Чисто просто навскидку. Ну, мысль правильная. Надеюсь, это центр. Опа! Серединка! Ну, я думаю, что это реально центр. И что это? Сверлить? И у нас есть дырка. Еее! Достаточно ровно, кстати. Люблю больше эксперименты, когда я просто взял какую-нибудь штуку, купил, соединил, что-то взорвалось, прикольно. А крафтить это, это сложно. Помогите, он застрял внутри. Так. Я попал в ловушку. Помогите. Ну, есть дырка. Я все это время это и делал. И как тебе дырка? Отличная дырка. Тебе нравится? Мне очень Отверстие. нравится. Мне очень нравится твоя дырка, Макс. Спасибо. Так, Дань, ты что-то долго там? Я уже все закончил, получается. Мне вот. Как успехи. Тебе понравилось, ты сказал? Только у нас максимальное отверстие на елке 30, а надо 34,6 или 34,7. То есть надо еще 4 миллиметра каким-то образом выгрызти отсюда. Ну, Ты можешь на самом деле 3 дырки еще проковырять, и мы присобачим как есть. Посмотрим, как будет выглядеть. Они на планшебе. На Ну-ка. той штуке, которую мы достали из токарного станка. Там, кстати, дымится что-то еще. Где? Ничего не горит. Да, вроде нет. Я человек, который не любит, в принципе, никакие заморочки. Смотря на вот эту всю штуку, у меня есть, знаете, такие легкие ощущения, что, в принципе, вот это вот, оно-то и не сильно-то и надо. Потому что, по факту, нам нужно вот это присоединить к вот этому. А здесь, по факту, 3 дырочки. Я могу соединить сейчас, взять, не знаю, пока Даня не видит, просверлить 3 дырочки в тарелке, просто присобачить их так. Все, на половине пути. Итак, у нас есть тоже не очень ровное отверстие, но будем надеяться, что его можно будет исправить. Свою я просто прикрыл рукой. И отверстие, сделанное старо-DIY-ным методом. Ну покажи. Все прекрасно. Давай попробуем твою кастрюлю взять и насадим ее на вот эту штуку и зажмем в токарный. Он все-таки пожестче, он Давай. никуда не убежит со Давай. стола и не откусит нам ноги острым краем нержавейки. Сейчас мы с Даней будем тестировать то, насколько эффективную штуку я сделал и разлетится ли она или нет. 2800 будет оборотов на этой штуке, а здесь просто 70 оборотов? Ну, типа здесь можно до 2500 поставить. Я пока начну на 70. 70 оборотов в минуту. Да. Идеально ровно. Мы даже можем посмотреть, насколько она отклоняется. Примерно на 1 сантиметр. Ты думаешь, что она реально сейчас может отлететь от этого из-за того, что у нее есть такой вот люфт? Скорее всего, на болтиках она не порвется, потому что это нержавейка, она достаточно прочная. Но если там будет еще масса расплавленного сахара на какой-то не очень устойчивой штуке вместе с мотором, она может просто укатиться, упрыгать со стола, начать это расплескивать все на Короче, будет стену. вибрировать. И еще загорится. Да, она очень нестабильная в этом плане. Вау! Ни хрена себе! Но она не улетает. Ну ты посмотри, как ее расколбашивает. Я не хочу! На самом деле, если такая штука отлетит, это катастрофа.
Ну, короче, опасно, понимаешь? 3000 это как бы уже такое, не очень хочется. Теперь попробуем мою, посмотрим, что она как себя вообще чувствует. Итак, на всякий случай, я тоже не уверен в своем результате, встанем за станок. 1200. Слушай, неплохо. 1200, да, ну где-то миллиметр она туда-сюда шайтанит. И 2000. Но она не выглядит как то, что сейчас должно просто внезапно отлететь. Да, пойдет, покатит. Я надеюсь, не взорвемся. Нам осталось поженить вот эту штуку, точнее комфорку и мотор. Напоминаю, это просто вставить одно в другое. Нам надо, короче, комфорку каким-то образом устойчиво поставить на мотор и вместе все это, короче, скрепить. С металлом я не хочу морочиться, потому что это дольше, ну ты видел. Поэтому сейчас мы просто запустим готовую программу, которую заранее сделали для лазера. Он сделает все это вообще быстро. То есть мы сейчас по факту делаем типа подставку какую-то или что? Да. О, пошел. Дырка готова. Вторая Как дырка эта готова. штука прикольно режет. Мне тоже он очень нравится в последнее время. Прикинь, она сантиметровую фанеру просто в мгновение просто выжигает. Это для меня, честно сказать, это прям удивительно. Как все ровно. Но очевидно, тут я даже сомневаться не буду, что я бы так не сделал. Даже с шуруповертом. Ну ладно, оставим его. И будем наблюдать издалека. Ну что же, вот станок нам сделал 3D так. Понюхай запах. Горелое. Мы сейчас по бырику это берем и делаем вот так вот. И оно у нас все сошлось. Даже без молоточка. Блин, офигеть. Как просто! Мы тут придумали конструктор только что. Сколько времени мы на это потратили? 7 минут. Заколотишь? Так, а что, как, куда? Прислоняешь. Ага. Бам! Ух ты же. Это был воздух, а страшно-то как. Эта сторона держится, давай другую. Это было бы плохо. Все гвозди мимо. И я не рофлю. Ну, постоянство признак мастерства. Справедливо? Ладно, давай я добью. У нас есть подставка. Сейчас мы вот эти вот винты вниз определим. Шпынь. И нам надо вот эту горелку притянуть. Она у нас еще не подключена ни к чему. И хорошо, что чугунная штука у нас не раскололась. Широкую на широкую. На волк еще надо орать какую-нибудь херню, как батя, типа, когда сын ракует. Да что, давай, третью давай! Коль ты улыбайся тут! О, ништяк. Итак, и через шайбочку мы все это прижимаем. Ух, японский городовой. Выглядит стрёмно. Она, по-моему, слетела сейчас, нет? Да, было. Я присяду. Если что, я не ушел, ребят, я здесь. Мне просто очень стрёмно, что эта штука отлетит в меня. А вот если она сейчас слетит, то что произойдет? Ну, она куда-то по своим делам побежит. Тебе не страшно? Все под контролем! Мне страшно. Почти полные! Нормально. Работать будет. Так, ну она зафиксирована, и теперь точно не отлетит. Это не отлетит, но вся это может уехать. Мы пока можем газ включать. Что нам, да? Теперь она будет не только ужасно страшно вращаться с большой скоростью, но еще и быть раскаленной и гореть. О, все, пошло. Можно сыпать сахар. Давай попробуем! Я принес сахар. Это, собственно, самое главное, ради чего мы здесь собрались. Включаем еще раз, пробуем. Давай. Ну, запах уже пошел. Аккуратно руки, аккуратно лицо, потому что сейчас непонятно, в какую сторону все это полетит. О, видал? Смотри как. Так. Нам нужна вытяжка Сахарной срочно. ваты я пока не вижу. Это вот белое, это что? Это Мне кажется, это расплавленный сахар. А Это если какая? мы немного поддадим и немного оборотов поддадим?
О, пошел, смотри-ка. Ё-моё, смотри вообще. Просто тупо можно наматывать на руку. Я паук. Смотри, работает. Ау! Слушай, его Горячо. достаточно много. Какого черта? Она охренеть какая горячая. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Ой, спасибо. Блин, ни хрена. Она прям гигантскими кусками раскаленного сахара прилетает прям по коже. Это не очень безопасная сахарная машина, но очень в нашем стиле. Ну круто же, да? Блин, очень вкусно. О, пошло. Ну как текстура сахарной ваты, похоже? Похоже, но почему-то как будто кажется, что она это... Толще? Да, она Ага. прям толще. А мы сделаем обороты побольше. Она начинает разбалансироваться! Короче, настолько сильно все это дело вращается, что там начинает это закручиваться. Выглядит так, как будто она сейчас вылетит нахрен. Я ее ударю, если что. На самом деле, я никогда не думал, что создание сахарной ваты может быть так опасно и так эпично и так динамично. Больше мощности. Да, она просто реально вращается с такой скоростью, что там аж огонь начинает вот так вот заворачивать. Там сейчас примерно 1000 оборотов всего. Пошла, родимая! Но ее реально раскидывает в разные стороны, типа горячими каплями. Теперь у тебя просто вся лаборатория будет усыпана сахарной ватой, потому что я вижу, как она улетела туда. Короче, вот такое вот дерьмо. Это, назовем ее стекловидная сахарная вата, потому что она получилась, нити нить. толще получились, чем обычно. Но... Блин, тоже вкусно. Чем-то напоминает, знаешь, на ощупь, как это стекловато. Угу. Как будто ее прям так и делают. Мне кажется, примерно так и делают. Ну, конечно, не на собачьей миске с конфоркой. На 18 киловатт. Мы сахарную вату уже сделали, правильно? А хочешь устроить разнос, чтобы она улетела Я куда-нибудь? хочу сделать так, чтобы мы ее уничтожили. Это дерьмо не должно существовать. Сейчас мы запускали на, получается, 1000 оборотов. А если запустить на 3000 оборотов, Ее оторвет, скорее всего. Я бы снял газ с нее ради безопасности. Давай. Все-таки чуть-чуть безопасности мы и свою если добавим. что, если, допустим, она не оторвет, то потом можно взять чуть-чуть подоткрутить гаечки, и она раскроется, и все равно должна улететь. Да, давай так и сделаем. Сколько у нас есть секунд, чтобы убежать после того, как мы включили? Я думаю, в районе 1. Ты готов? Да. Я готов, погнали. Раз, два, три. Как же я люблю эксперименты. А что такое? Она стала работать ровнее! Звучит очень плохо. Я больше люблю разрушать, чем строить. Сейчас настала самая любимая часть этого видеоролика. Что-то взорвать. Да, ты был прав, она покатится как колесо. Вот и кончилась история сахарноватой из машины. Всем спасибо, кто наблюдал за этим действием. Подписывайтесь на каналы. Нам пора готовиться к другим экспериментам и крафтам. Всем спасибо. Всем пока.